Всем здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Здесь я рассказываю о своих путешествиях, о своей жизни, своей дружбе, любви. Недавно совсем у меня родился ребенок, и если вы знаете и наблюдаете за моими другими соцсетями, буду вам очень рада. Здесь вы узнаете обо мне чуточку больше. А если вы еще не подписаны, то обязательно это сделайте. В этом влоге я расскажу о том, что нам пригодилось в первой жизни моего ребенка, что, по моему мнению, я считаю нужными покупками для ребенка. Сегодня мы поговорим о том, что же мне пригодилось в первые месяцы жизни моего ребенка. Моему ребенку сейчас 3,5 месяца, и я готова поделиться тем, что было мне необходимо, и то, что, по моему мнению, нам вообще не пригодилось, бесполезная покупка. Начнем с крупных покупок. Первое – это кровать. Честно говорю, в первый, наверное, месяц или полтора мы очень мало пользовались нашей кроватью. У нас это Happy Baby Mami Lux модель. Она очень красивая, очень классная, причем она, по-моему, удлиняется, делается шире по мере того, как ребенок растет. Очень удобная, но для такого пользования, когда ты ее не передвигаешь из комнаты в комнату, а на первых этапах мне хотелось это делать, потому что, объясню, я на кухне что-то готовлю, хочу, чтобы ребенок был рядом со мной. Для этого мы купили вторую плетеную кровать. Она безумно красивая, безумно эстетичная, подходит нашей квартире. Я когда увидела ее в комплекте с этим мобилем, с барашками, фантастически смотрится мило, я не смогла просто пройти мимо, хотя подумала, зачем нам две кровати? Эта покупка, я считаю, полностью себя оправдала, потому что он чаще всего лежал именно во второй кровати, в маленькой, вот в этой плетеной. Это только сейчас он начинает из нее немного вырастать и иногда касается ручками и ножками, поэтому будем от нее постепенно отходить уже сейчас, но ему сейчас 3 месяца. В первые месяцы жизни он лежал у нас чаще всего именно в коконе. Очень удобно, потому что он как будто бы собирает вот так малыша, он весь в животике был вот так вот скукоженный, весь скрюченный, и пока что он еще не может в первое время вот так расслабленно лежать, руки-ноги в сторону, поэтому он хочет вот так еще немножко быть собранным, и это ему позволяет быть вот в привычных для него комфортных условиях. Эмир с первого дня лежал в коконе, ему он понравился, просто некоторым детям он не подходит, такой спорный момент, они отказываются в нем лежать. Эмир лежал, все прекрасно было, спал в нем. Я узнала, что в нем нельзя лежать больше 3 часов, кажется, поэтому он у нас лежал на кровати на нашей, спал, потому что сейчас он еще не может переворачиваться, не может с нее сползти. Это второй пункт в нашем списке, кокон. Для меня, мы с мужем вот посовещались, и он очень пригодился. Он вообще используется до 3,5 до 4 месяцев, пока вашему малышу не исполнится. Я считаю, что это полностью оправданная покупка, и нам он безумно был полезен. Я вижу, как другие блогеры ставят кокон и на стол. Я его ставила и сюда на стол, чтобы он прямо здесь лежал, и вот сюда на панель, условно говоря, где я прям готовила, он лежал, и я его развлекала. Я считаю, что он безумно классный. Я заказывала его в приложении акушерства. Девушка, кажется, называется. Третий пункт – это коляска. Коляска у нас от бренда Annex. Честно говоря, она мне безумно нравилась по цвету, и из-за этого я ее и выбрала. Я хотела вот такую коляску, коричневую. Она в целом хорошая, у нее большие колеса, можно с ней гулять по снегу, но в принципе в целом по таким прям сугробом вы не погуляете, да, там с коляской много и долго, поэтому, конечно, где убрано на тротуарах, там снег почищен, вам будет комфортно. Но при этом я не очень довольна по степени ее закрытости, потому что я вижу коляски других брендов, я увидела, конечно, это уже после того, как родила и купила эту коляску, но я увидела, что есть полностью закрытые коляски, условно говоря, там даже шторка, знаете, закрывается, чтобы не задувало, потому что
здесь у нас очень сильный сквозняк, вот даже в ЖК, во дворе ЖК, и прям задувает. Когда идет снег, и еще это все задувает туда, ребеночку, ну, честно, я прям переживала, у меня прям, стресс был, потому что мы выходили гулять, вроде бы не холодно, комфортная погода, но я чувствую, что ему туда задувает этот снег, и все, у меня паника, я хочу как-то закрыть его. Мы как-то с Джоном один раз, я так сильно нервничала, что у нас туда задувает все, и, ну, это был один из первых, да, наверное, наших выходов, и я прям это помню, это чувство, меня прям это раздражало. И, возможно, я, наверное, не очень довольна этой коляской только из-за того, что туда вот задувает. Но, возможно, если эту коляску использовать не зимой в первое время, а, например, весной или летом, то думаю, что в целом она окей, и хорошо моется, легкая в использовании. Только единственное маленькое замечание, но так она очень красивая, очень удобная, и в комплекте идет и сменные блоки, и автокресло. Вот автокресло мы пользуемся, оно легкое, классное, ребенку там комфортно. И там еще идет рюкзак. В целом очень круто. Хорошая коляска, но я бы ее для зимы не посоветовала. Оценка моя ее где-то на 4 из 5. Дальше у нас Дуна. Это коляска-автокресло. Мы ее брали, потому что мы знали, что у нас будут полеты с малышом. И в автокресле, так как в России нельзя ребенка перевозить без автокресла, нам оно было необходимо. И для полетов, и для там поездки, если вы там хотите в ТЦ пойти, или к врачу поехать, в гости поехать, чтобы не нести ребенка и в конструкцию, в которой он находится, на руках, а чаще всего это бывает где-то, наверное, килограмм 10-15, да, смотря какой вес у ребенка, потому что само это автокресло, оно весит килограмм, наверное, 5, и плюс еще вес вашего малыша. И не очень комфортно его прям тащить вот так в руках постоянно. Поэтому я однозначно советую купить всем Дуну. Почему именно Дуна? Потому что она очень легко складывается, ее можно поставить прямо на сиденье машины. Штучка для перевозки ребенка в машине, да, в каком-то транспорте, а также там можно раздвинуть колесики и докатить ее до определенного места. Но там не рекомендовано находиться ребенку больше 2 часов. Так что знайте об этом. 5-й пункт в моем списке — это ночные часы. Я считаю, что они необходимы каждым новоиспеченным родителям, потому что когда вы просыпаетесь ночью, во-первых, от них идет свет, и ты видишь, да, примерно там открытые глаза у ребенка, как ты ему даешь там бутылку, как он ест, что он делает и так далее. Во-вторых, видишь, сколько прошло с момента прошлого кормления, и ты открываешь глаза, и первое, что я смотрю, это на эти часы, сколько прошло времени, и там мой ребенок ровно просыпается каждые 3 часа, вот прям каждые 3 часа, 6, 3 и 9, в общем, я вижу это и понимаю, что он, наверное, проголодался, поэтому он ерзает и хочет кушать, и время его кормить. 6-й пункт — это ночник, либо светильник. Я знаю, что многие покупают и ночники на стену, но я купила обычный такой светильник, в Zara Home, по-моему, он у меня был еще до беременности, и от него был достаточно яркий свет, и я просто на него подкладывала либо полотенце, либо какую-нибудь пеленку, чтобы приглушать этот свет. И первые, наверное, пару месяцев мы спали именно так, постоянно с включенным светом. Сейчас же нам хватает света от окна, мы просто до конца не закрываем шторы. 7-й пункт в моем списке — это увлажнитель воздуха. Тоже, я считаю, необходимая вещь, потому что ребенок находился в животике, там достаточно влажная среда, и он попадает в наш сухой мир, тем более дети, которые рождены зимой и в осеннее время года, когда воздух сухой из-за отопления. В общем, я считаю, что ему было бы комфортнее находиться в среде более влажный. Плюс это очень полезно для слизистых носа его, потому что когда работает увлажнитель воздуха, козявки не засыхают. Не знаю, как еще по-другому объяснить, но это так. И вам нужно постоянно либо чистить ему нос, либо включать увлажнитель воздуха. И влажность в комнате, где находится ребенок, чаще всего должна быть где-то 50-60 градусов.
Также я советую купить таким же мамочкам, которые хотят все, чтобы у них было правильно, чтобы они были убеждены, что все они делают правильно, и в их комнате комфортная для ребенка температура. Измеритель температуры и влажности воздуха. Такой портативный, маленький, не занимает много места, но при этом удобно, если ваш увлажнитель, например, не показывает, да, там, влажность воздуха, сколько процентов, либо вот измерять в комнате, какая температура, он показывает легко, очень удобно. 9 пункт — это термометр для воды, потому что ребеночка надо купать с первых дней его жизни. Мы это делали каждый день в ванночке. Термометром измеряли температуру, чтобы ему не было горячо, ему не было холодно. 10 пункт — это, конечно же, ванна сама для малыша. У нас она была складная, такая портативная. Сейчас он уже немножко из нее вырастает. В этой ванне удобно то, что можно изменить угол наклона, и чтобы ребенок лежал вот так немножечко под наклоном, чтобы его голова была над водичкой. И очень удобно его тогда мыть, поливать и так далее. Мы пользуемся ей по сей день, она нам подходит. Но иногда уже, так как отдали ребенка в бассейн, начали набирать ванну и большую, чтобы ему было место для раздоли, так скажем, чтобы он там ножками активнее шевелил. 11 пункт, я считаю, очень важная штука, это стерилизатор бутылочек, потому что, так как у нас было сначала кормление грудью, но при этом не нужно было там отходить, выходить. Если вы планируете, да, там кормить ребенка долго, то в любом случае в Москве очень трудно, да, там выйти на час всего, поэтому это затягивается на 2-3 часа, потому что пока доедешь, пока приедешь обратно, пока сделаешь свои дела, этого выходит где-то 3 часа. Поэтому, когда я выходила по своим делам, по работе, либо на маникюр, я как бы сцеживала, оставляла в бутылочке молоко, его потом разогревали. В этом же стерилизаторе можно, кстати, и подогревать молоко, разогревать его. В общем, очень удобно, мне он очень нравится. Оставлю вам тоже на него ссылку в описании, если кому будет это полезно. Начали? Дубль 1. И для малышей уже как наш, постарше, от 3 месяцев он начал активно интересоваться, даже немножко раньше, активно интересоваться игрушками, всякими подвесками, всякими шуршащими штучками, погремушками. Я бы всем советовала купить мобиль. У нас их было 2, и я думала, честно говоря, что мобиль с барашками достаточно такая бесполезная, но очень красивая штучка. Но он начал ими интересоваться, мы крутили мобиль, и так мы заметили, что у него есть интерес, что он вот так прям смотрит, лежит, залипает на них, особенно когда мы их там поворачиваем, чтобы они крутили. Он прям смотрел на них, ему нравилось очень. Но, опять же, ты не будешь постоянно сидеть, вертеть его, поэтому я еще купила музыкальный мобиль, который сам кружится, движется. Я считаю, что это супер штучка, я прям обязательно советую ее всем купить. Во-первых, потому что ребенок спит у меня под музыку, и либо засыпает, и это уже как ритуал, когда мы его укладываем спать, он обязательно включаем эту музыку, и он понимает, что нужно отходить ко сну. И также он может лежать и заснуть, например, сам, самостоятельно, наблюдает за зверушками, там, которые кружатся на дне. Я считаю, что это очень классная штучка. Свой я тоже заказала на ВБ, оставлю вам ссылку, там много разных. Мне понравилось, что они очень стильные, эстетичные и красивенькие, и при этом яркие, и там разных цветов, зелененькие, там бежевые и так далее, там всякие зверушки. Еще про вещи. Мне очень много вещей подарили на гендер-пати, мне подарили там мои подружки вещи. Но вот самое, наверное, то, что я могу порекомендовать новоиспеченной маме, которая не знает, с чего начать, есть такие классные наборы. Мы купили их с моей подругой на сайте Заяц Меховой. Там 35 предметов сразу в одной сумке, то есть все, что нужно для новорожденного ребенка, и это очень удобно, потому что там сразу все есть, там есть ползунки, бодики, слипики, я не знала, что это такое, в чем разница этих вещей, а там это все было, я правда смотрела, я не знала, с чего начать, что мне покупать, какие вещи покупать, и это прям меня очень спасло. Там есть прям наборы. Я купила 2 набора. Там наборы сразу на 2 размера, то есть на 56 самый маленький и на 62, это который следующий идет. Наверное, только сейчас они нам становятся маленькие, и мы их полностью убрали, то есть до 3 месяцев спокойно достаточно этих наборов. Я прям советую присмотреться к таким наборам. Я знаю только эту фирму, возможно, есть какие-то другие. Пишите в комментариях, если знаете такие. Также мы купили помимо комода дополнительный шкаф для верхней одежды, потому
потому что она уже не помещалась в комод, для различных комбинезонов. У нас в основном много вещей. Вот здесь в основном какая-то теплая одежда. Учитывая погоду в Москве, она нам еще пригодится долго. Тут повесили комбинезоны, но в любом случае это можно поменять по мере того, как заполнится этот шкаф вещами. Вот здесь пеленки и внизу подгузники. Подгузники, пеленки. Вот такая у меня жизнь теперь. Так, ребят, срочное включение из монтажерной. Я забыла кое-что добавить. Очень важно, я считаю, это щиколка. Это вот такой вот ночник. Тут есть и лампочка. Вот. То есть это как ночник. И плюс тут есть разные звуки. Белый шум, звук сердца, звуки природы. Нам очень помогал, и мир под эти звуки только и спал, чтобы не использовать свой телефон. Это очень классная вещь, я прям советую всем ее брать для малышей. Они так спокойнее спят и засыпают. И еще одна очень классная вещь, это фитбол. Потому что мы качали на нем Эмира. Садишься и качаешь ребеночка, и не устает спина. Также скажу про фитбол. Фитбол нам очень помог, потому что у Эмира в первый месяц очень беспокоил его живот, в общем, и он кричал, и это его успокаивало и усыпляло. После того, как ему исполнилось 2 месяца, ну, как бы он не привык к нему, он спокойно засыпает обычно на руках, может лежать, потом возьмешь его на руки, он как бы отрубится сразу. Поэтому не бойтесь, что к фитболу привыкнет. Иногда это прям необходимая вещь, прежде чем качать его. Он, знаете, как слушает. Знаете, он у нас спал иногда по 5, по 10 минут, мы его только положим, он сразу просыпался, и фитбол это было только наше спасение. Вот. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Пишите в комментариях свои девайсы, свои пункты, может, вы хотите дополнить мой список, будет полезно другим мамочкам. Всех люблю, всех целую, спасибо за вашу активность, я очень это ценю. Подписывайтесь обязательно на канал и оставляйте обратную связь.